Если вы никогда не швыряли джойстик, не дергали приставку так, что у нее выдирался блок питания, то, скорее всего, вы еще и не получали по мозгам от друга за то, что взяли его звезду или стрельнули в его танк и обездвижили его. С вами Нинель, и сегодня мы поговорим о танчиках. На самом деле, танчики называются Battle City и вышли в Японии благодаря компании Namco в 1985 году. Однако в Японии они особой популярности не снискали, а на Западе не выходили вообще. Самую большую популярность эта игра приобрела именно в СНГ. С легкой руки китайских пиратов, которые завалили наш рынок многоигровками, на которых и была эта игра. Помимо оригинальной Battle City у нас также была и китайская версия Танк 990, в которой добавили новые пауэрапы, такие как пистолет, корабль. Изменили поведение танков, теперь они тоже могут подбирать пауэрапы. Ну, конечно, новые уровни и сразу старт с прокачанным оружием для вашего танка. В общем, в эту игру играли все. Тем более, что она была на двоих. В нее можно было поиграть и с батей, и с другом, и проводить разные эксперименты. Собственно, о них мы сегодня и поговорим с вами в нашей рубрике. Лайк авансом, подписывайтесь на наш ностальгический канал, чтобы не пропускать новые интересные ролики на старые ретро-темы. Поехали! Огромная благодарность нашему постоянному покровителю Максу Краснянскому за поддержку нашего проекта. И огромная благодарность тем ребятам, кто подписался на Бусти и поддерживает наш канал. Хотела добавить, что Танк 90 сделала китайская компания Yanshan Software из города Фучжоу. И нет, это не официальный релиз, а чисто для нашего с вами СНГ рынка. Ну, разумеется, как играть в танчики я вам рассказывать не буду, потому что вы и так прекрасно это знаете. Сегодня мы поговорим о том, какие мы строили карты. Я просто уверена, что вы вспомните себя в том, о чем я вам сегодня поведаю. В танчиках был редактор карт. Назывался он Construction. Но я, конечно же, в детстве не знала этого слова и вообще не умела читать по-английски. Но знала, что есть один — это один игрок, два — это два игрока и какое-то третье слово, которое открывает строительную площадку, на которой можно собственную карту построить. Но помимо обычных карт, в которые можно весело поиграть, существовал так называемый режим для нуля игроков, в котором карта строилась не для того, чтобы в нее играть, а для того, чтобы посмотреть за наблюдением врагов. И, конечно же, как только мы увидели этот редактор карт, первое, что приходит в голову, это замуровать свою базу, чтобы ее не могли пробить. Ну, признавайтесь, вы же так делали. Ну, по-любому же делали, да точно. По-любому ставь лайк, если тоже так делал. Да, игра значительно упрощалась. Также многие из нас сделали карту, в которой полностью застраивалась кирпичом. Это было довольно интересно, можно было стоять, ехать, стрелять, копать ходы, буквально чувствовать себя кротом. А еще можно было наблюдать за тем, как с этим справляются танчики противника. Как они нервозно копают, ломают эти кирпичные блоки для того, чтобы добраться до вас и вашей базы. Конечно, никакого искусственного интеллекта у них не было. Скорее так, набор рандомных движений. Но и с такой вот тактикой они неплохо справлялись со мной и с моими укреплениями. Следующий тип конструкции, которые многие строили, это было отрезать танки от общей карты. Ой, ничего себе. Он чуть не пробил мою базу. И оставлялся один маленький кусочек воды. Можно было вставить заточенную спичку в кнопку. Да, представляете, в 90-е не продавались в магазинах зубочистки. Ну, если заточить спичку, получалась само собой такая зубочистка, можно было сделать автоматический огонь и просто как турель стоять напротив этой лужи и расстреливать все, что там впереди движется. Главное не отвлекаться на всякие пауэрапы, иначе до добра не доведет. Впрочем, можно было тоже забетонировать базу, почему бы и нет. Но последний давай сюда. Красота. Но мы с вами посмотрели легкие карты, которые все строили, а теперь давайте посмотрим на сложную. Это настоящая карта челлендж, когда мы всю карту застраиваем лесом. Кстати, на самом деле, наверное, это маскировочная сеть какая-то, но у нас в детстве ее называли лес, потому что он зеленый. Откуда я знаю, что он зеленый, если у меня был черно-белый телевизор? Ну, как-то раз видела у друга. И, кстати, на ламповом черно-белом телевизоре играть в такой уровень еще сложнее, потому что там нет такой четкости и точности. Плюс все еще черно-белое, это выглядит действительно довольно сложно. Вот я попробую вам симулировать, как это выглядит. Ну, ничего легкого, точно. А вот и еще один вариант хардкорной карты. И ее хардкор просто зашкаливает. Просто заходим в редактор карт и сохраняем, и запускаем, да. Вот тут попробуй уже выживи, дружок. Да, кстати, если выбрать уровень перед тем, как включить свою кастомную карту, то будет разный набор танков, присущий тому или иному уровню. В первом уровне танчики медленные. А если включить игру на уровне с большим количеством быстроходных вот таких вот танков,
то это будет по-настоящему жестко. Ну и это не самый сложный и хардкорный уровень, который мы строили. А вот просто посмотрите на это. Вот просто на это посмотрите. Это будет жестко. Ну что ж, давайте посмотрим, что из этого получится. Так, сразу главное занять место над базой и аккуратненько отстреливаться. Главное не пропускать ни одного танка вниз. Слушайте, с броневиками, у которых по 4 жизни, мы бы точно не справились. Также всегда было интересно посмотреть, как же справляется искусственный интеллект. Это как раз таки тот самый режим для нуля игроков, о котором я говорю. Для этого мы просто замазываем всю карту кирпичом, но сделаем так, чтобы противник действовал наверняка. Запускаем и смотрим, как вражеские танчики пробираются до нашей базы. Сама ничего не делаю, даже интересно, кто первым пострадает, орел, желтый танк или зеленый танк. На черно-белом телевизоре более светлый серый танк или более темный серый танк. Ну вот так вот сидим и палим. Зачем? А вот знаете, было весело. 90-е развлекались как могли. Знаете, даже сейчас за этим любопытно наблюдать. Это что-то сродни муравьиной фермы. Какой смысл смотреть на муравьиную ферму? Ну не знаю, но это просто весело. Ну, как весело. Наверное, это не весело, но просто интересно. То же самое танковая ферма. Смотрите, самый главный муравей-танк сделал это. No. Жаль, конечно, этого добряка орла. Далее другой вид карты для нуля игроков. Мы создаем вот такую карту и смотрим, левые или правые танчики доберутся быстрее. Каждый раз это происходило по-разному. Слушайте, можно было даже делать какие-то ставки. Я ставлю на правых танчиков. Ты на левых? Ты тоже на правых? Смешнее было только играть черепашки-ниндзя Tournament Fight, в которой можно было заставить искусственный интеллект сражаться с искусственным интеллектом и смотреть, как сражается, например, Леонардо с Донателло, ничего для этого не делая. Слушайте, борьба практически равна. Левые и правые... правые подобрались. Я же поставила на правых, это хорошо. Победили правые танки! Левые отъехали. Ну и самое интересное из игры для нуля игроков — это наблюдение за поведением танков в дикой природе. Для этого нужно было построить целый настоящий лабиринт, который будет состоять из множества элементов. И потом запустить туда танки и смотреть, как скоро они доберутся. Да, это действительно залипательный контент. Залипательный контент, сделанный своими руками далеко в детстве, на черно-белом телевизоре. Я помню, когда собиралась в школу, строила вот такой уровень и пока кушала, сидела и смотрела. И было очень обидно, если танки не успевали добраться до финиша. Что ж, взгляните, как это было. Ну что ж, дорогие мои друзья, надеюсь, вам понравилось это видео и вы словили немало слез ностальгии. Подписывайтесь на канал Нинель, у нас здесь про старую технику, про старые игры, про старое видео. В общем, лампово и уютно. Если у вас есть какие-то интересные идеи для новых видео, можете тоже их написать. Мы часто берем идеи от наших подписчиков, которые предлагают какие-то интересные проекты на ретро-тематику. Ну а с вами была Нинель. Напишите «Нинель молодец» и всем пока.